Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы ознакомимся с дневником немецкого офицера 31-й пехотной дивизии Вермахта. Звание и фамилия данного офицера неизвестны, но то, как он вел свой дневник, дает нам право предположить, что это был офицер штаба дивизии. Все время возникает ощущение, что это журнал боевых действий. Очень уж скрупулезно описаны события. Этот дневник мне показался очень интересным, так как в нем описывается обстановка на фронте, действия советских войск и реакция немецкого командования на эти действия. С моей точки зрения, это очень познавательно. Именно поэтому я и решил с вами поделиться данной информацией. Не забывайте оценить видео, а также оставить свое мнение по данному материалу. Но мы начинаем. Итак, данный дневник начинается 10 июля 1943 года. В июле 1943 года 31-я дивизия в составе 9-й армии действовала в районе Малоархангельска. С большими потерями после Курской дуги отступила на запад. В рапорте указывалось, что дивизия потеряла 17 из 28 командиров подразделений, 35 из 70 офицеров. Общие потери составили 1700 человек. А теперь непосредственно сам дневник. 10 июля 1943 года. Ночь прошла спокойно. Днем одиночные движения и окопные работы на переднем крае противника. Противник вел огонь на правом и левом флангах. Пулеметный и минометный огонь. Редкий артиллерийский огонь. Штаб ударной команды и 10-й егерский батальон подчинены дивизии. 10-й егерский батальон должен сменить батальон 82-го пехотного полка. Штаб ударной команды принимает командование на участке батальона с 8 утра 11 июля. Первый батальон 82-го пехотного полка становится резервом полка. Предположительно, 31-я пехотная дивизия будет наступать 12 июля, нанося главный удар на левом фланге. Командир дивизии обсудил план наступления с командирами частей. 7-я пехотная дивизия снова перешла в наступление с задачей овладеть северной частью леса Березовка. Наступление не увенчалось успехом. Из-за сильного сопротивления противника наступление захлебнулось перед опушкой леса. Левый сосед больше не наступает. В 23:45 9-й егерский батальон сменен 2-й ротой 31-го саперного батальона и частью 1-го батальона 17-го пехотного полка. Егерский батальон ушел в восточную часть леса. Подполковник назначен в 31-ю пехотную дивизию первым офицером генштаба. Подполковник Зелецер уходит в резерв Верховного командования сухопутной армии. До входа в курс дела нового начальника оперативного отдела подполковник Зеллер будет исполнять свои обязанности. 11 июля. Ночь прошла спокойно. На протяжении дня минометный и пулеметный заградительный огонь, в особенности на правом и левом флангах дивизии. А за передним краем противника только одиночные движения и окопные работы. В 11:20 издан приказ по дивизии о подготовке к наступлению, о группировке на наступление и об управлении наступлением. Приказ о начале наступления будет дополнительно дан из штаба корпуса. Дивизии предстоит тяжелое наступление. Оно должно быть проведено ротами неполного состава против численно превосходящего противника, который из-за потери времени с нашей стороны снова хорошо окопался и подтянул к позициям тяжелое вооружение и артиллерию. Местность также неблагоприятна для наступления. В положении противника никаких изменений. Противник вел обстрел, как и в предыдущий день. Начальник оперативного отделения дивизии в 11:00 поехал на совещание в штаб корпуса. Там сообщили следующее. Наступление русских севернее Орла заставляет Верховное командование временно приостановить наступление в направлении Курска и вывести силы из наступающей армии. 12-я и 20-я танковая дивизия перебрасывается на север. Оставшиеся дивизии не в состоянии продолжать наступление. Штаб 46-го танкового корпуса временно переходит к обороне. В 10:00 командование дивизии издает приказ о переходе к обороне. 9-й егерский батальон выходит из подчинения дивизии. В 20:30 он уходит к 7-й пехотной дивизии. 13 июля 1943 года. Ночью был слышен сильный шум мотора в направлении Березовка. Утром сильное движение, частичной силой до батальона. Противник в предыдущий день вел беспокоящий огонь. Движение на и за передовой линией противника, как и шум моторов, свидетельствует о перегруппировке противника и в данном случае о возможной подготовке к наступлению.
Согласно приказу командования дивизии, штаб ударной команды, 10-й егерский батальон и 1-й артиллерийский дивизион выходят из подчинения дивизии. 10-й егерский батальон должен быть сменен в следующую ночь первым батальоном 82-го пехотного полка. Штаб с 9-й и 10-й егерскими батальонами примет часть участка 20-й дивизии, примыкает слева к 31-й дивизии. В 21:15 приказ командования корпуса. 10-й егерский батальон остается в подчинении 31-й пехотной дивизии и остается на своих позициях. Но так как смена уже производилась, командир дивизии приказал оставить 10-й егерский батальон в качестве резерва дивизии на участке 82-го пехотного полка. В 21:30 было послано соответствующее донесение штабу корпуса. 14 июля 1943 года. Ночью снова был слышен сильный шум моторов из района леса Березовка. Движение за передовой линией противника значительно сильнее, чем в предыдущие дни. Наблюдались группы по 100 человек, упряжки, танки и выгрузка пехоты. Противник выдвинул в развернутом порядке пехоту и несколько танков во овраге перед передним краем. В 10:00 прибыл приказ корпуса о проверке запасных позиций. В 11:00 командир дивизии устно поставил задачу на проверку опорного пункта капитану Хелике, командиру дивизионной школы на проверку линии для передовых постов перед второй линией, а затем лично осмотрел вторую линию. Вторая линия сама по себе кажется пригодной. В общем же непонятно, почему должен быть сделан небольшой прыжок. В 15:00 командир дивизии донес командиру корпуса свои соображения об общем положении и потребовал полного решения. Войска должны своевременно занять свои зимние позиции, с тем, чтобы еще до наступления распутиться и окопаться. В 20:00 последовал приказ по дивизии о переходе к обороне. В 20:00 атака противника против 1-го батальона 82-го пехотного полка. Атака отражена заградительным огнем из тяжелого пехотного оружия и артиллерии. Противник отошел. В 20:00 командование дивизии донесло в дневном донесении штабу корпуса общее впечатление разведки и наблюдения на протяжении дня, что противник готовится к наступлению на участке дивизии. Начало строительства позиций 15 июля. Для этого в распоряжении дивизии с 15 июля будут находиться 2 восточные роты и части корпусной артиллерии. Ответственным за руководство строительства назначен командир 31-го саперного батальона майор Штанденберг. 15 июля 1943 года. В 4:30 утра противник начал наступление с сильным огненным налетом из орудий всех калибров по передовой линии и по тыловому участку до командных пунктов полков, нанеся главный удар у отметки 250.2. Противник атакует силой до батальона с танками севернее и восточнее отметки 234.8. В 4:40 утра 3-я батарея 909-го дивизиона штурмовых орудий получила приказ командира дивизии занять исходное положение на восточном скате высоты 250.2 с тем, чтобы иметь возможность воздействовать и в направлении отметки 234.8. В 9:15 утра дивизии по приказу штаба 9-й армии была подчинена танковая рота в составе 10 танков из 4-й танковой дивизии. О прибытии роты командование должно договориться. Прибытие предположительно в 14:00. В 9:30 утра командир дивизии информировал командира корпуса. Противник наступает на всем участке дивизии, нанося главный удар у отметки 250.2. Все атаки до сих пор отбиты. Левый сосед оттянул назад свой левый фланг у лесного оврага. Одиночные танки прошли севернее траншеи. Если 7-я пехотная дивизия не удержит лесной овраг, 31-я пехотная дивизия не сумеет удержать высоту 250.2. Левый сосед ночью оставил теплое. Противник прорвал там нынешнюю оборону в нескольких местах. Командование 31-й дивизии поэтому предусматривает использовать для обеспечения левого фланга на северном берегу егерский батальон, находящийся еще в резерве. Командир 82-го пехотного полка донес в 11:40 командованию дивизии, что положение у левого соседа очень серьезное. Командование дивизии поэтому приказало ввести 10-й егерский батальон севернее для обеспечения левого фланга. В 16:00 прибыла танковая рота.
Командование дивизии в 16:30 уведомило, что рота будет введена в действие для отражения сильной атаки противника со значительной танковой поддержкой на участке 12-го пехотного полка. На этом сегодня все. Если понравилось видео, то поддержите его лайком, а канал подпиской. Всем пока. До новых встреч.